Вот этот дом. Вы меня очень просили сделать дизайн в обычной хрущевке или панельке. И вот вам, пожалуйста, панелька самая обычная. Пойдем делать там дизайн. О, мы пришли. Ходят модники эти в своих коротких куртенках. Городские приехали. Да, по таким подъездам вы еще не ходили. Подъездов еще не было. Слушай, ну тут еще приличный. Ну так это новая плитка уже, да, это? О, мы пришли. Я в шоке, как вот Филипп Киркоров в квартиру зашел. Это Арина. Она профессиональный флиппер. Ой, сколько народу мне писало. Ну вот эти вот ремонты за 50 миллионов, это понятно, любой может. А ты сделай за 500 тысяч в хрущевке. Таких комментариев было много. Но проблема в том, что вы не заказываете у нас дизайн за 500 тысяч. Ну, нет желающих. Мы, может быть, и сделали бы. Поэтому я вам нашел профессионального флиппера. И она вам покажет, как сделать недорогой ремонт в хрущевке с ограниченным бюджетом и еще и заработать на этом, на ремонте заработать. Встречаем. Че, расскажи тогда про эту квартиру. За сколько ты ее купила? Где мы находимся? Мы находимся в районе Строгино. Ага. Самый экологичный район Москвы. Это двухкомнатная квартира, она уже больше. Здесь 47 квадратов вместе с балконом. И я ее купила по рыночной цене за 13 миллионов. Тут был бабушкин ремонт. Ага. То есть, За 13 миллионов. да. Ага. Ну, ковры, обои в цветочек. Вот жалко, мы приехали, да, никогда был бабушкин ремонт, я бы посмотрел. Буквально сделали только демонтаж еще, да? В этом видео мы покажем, как Арина делает вот эту вот квартиру, какие тут у нее затраты, куда она вот ездит, где что покупает, с кем из строителей она ругается. Сколько ты планируешь здесь ремонт делать? По времени? Ага. Ну, я вообще планирую в феврале уже выставить ее в продажу. В феврале на продажу, Да, а ну сейчас... то есть сейчас середина декабря. Ага. И сколько ты планируешь потратить денег? Давай сразу план сделаем, потом сравним с тем, что Да, получилось. хорошо. Ну, я планирую потратить не больше 1 400 000 Угу. на ремонт, упаковку, мебель, шторы, тюль, декоры и работу, естественно, с материалами. Кажется, что нереально, да? Очень верится, конечно. Это двушка? Да. Блин, тут такое все маленькое. Так, и сколько ты уже потратила 1200, наверное. на все, на демонтаж и электрику? Демонтаж, да, 45 000 рублей обошелся мне с вывозом. Электрика, работа обошла 62 000, плюс материалы где-то около 30 000. Ну, грубо говоря, округлим 100 000. Сантехника, там, не знаю, ну, в районе 30 000 рублей материалы с работой. 200 000. Ну, около, да, 200 000. Кайф. Че, на ремонте реально заработать можно? Да, конечно, можно. Офигеть. Обычно же просто всегда говорят, что типа хата с ремонтом, у тебя ремонт никогда не отобьется. Последняя квартира у тебя, вот за сколько ты ее купила? Мини такая двушка, где-то 38 квадратов, за 9700 я ее купила. Сделала ремонт на сколько? Ремонт с упаковкой, со всеми затратами, 1 400 000. Продала за сколько? Продала за 14 600. Да, 14 600. Чистой прибыли где-то около 3 миллионов. За 4 месяца, прям ровно 4 месяца. Кайф. Я на самом деле не дизайнер, но чтобы сделать дизайнерский проект, я иду в Pinterest за вдохновением. Ну, примерно я, конечно, понимаю, что хочу видеть. Я хочу увидеть светлую кровать, светлую стену, и, в принципе, это я и забиваю в поисковике Pinterest. Нахожу похожий вариант, и очень важно в Pinterest это не картинка-визуализация, да, которая такая не настоящая, а реальная фотография. То есть то, что я, в принципе, реально могу повторить. Я загружаю картинку в Photoshop, чтобы она у меня была перед глазами, и иду на наши любимые маркетплейсы, где уже буду забивать в поисковике прям словами то, что я вижу на картинке с Pinterest. Ну, например, я вижу бежевую кровать. Тут, конечно, у нас сразу много вариантов, но сразу скажу, что бюджет у меня не резиновый, и кровать должна стоить дешевле Чугунного моста. Я вообще планирую ложиться 1060-70 на упаковку спальни, поэтому кровать мне нужна 1020. О, нашла похожую, симпатичную, и стоит она 13 000 рублей. Как-то подозрительно дешево. Делаю скрин. Эту картинку я уже загружаю в Photoshop. Еще мне нравится, что есть черные детали. Вот, нашла классный дизайнерский стул в виде скрепки. Добавлю его. Консольный стол, тоже пусть будет черного цвета. Ну, нашла что-то похожее. Тоже добавлю.
О, вот эти столики классные. Картинки. Супер, вот эти вот подойдут. Добавляем. Ну, в принципе, уже картинка вырисовывается. Более-менее что-то похожее на дизайнерский стиль у нас есть. Ну, все, я собрала. Я понимаю, что это выглядит сейчас хорошо. Одно из самых важных, что я помещаюсь в бюджет, потому что все вот это вот сейчас у меня 1000 на 50-60 как раз вышло. Но в целом, хотя бы если в голове все плохо с визуализацией, как у меня, например, то когда видишь перед собой эту картинку, все более-менее понятно. Понятно, что хотя бы получится все хорошо, а не сало, мед, говно и гвозди. Готово. Можем ехать закупаться в строительный магазин. Шторы здесь не покупаем, здесь дорого. Дешевле на маркетплейсах. вот здесь нельзя покупать? Нет, дорого, да. Это вот это дорого, 500 рублей, смотри. Ну, 500 еще нормально, но вообще плотные шторы, они здесь Гардины? дороже. Да. Ламинат берем только с фаской. Ну, вот он подорожал, кстати. Че, какая плитка? Вот такая выйдет. Красивая. Да, вот, мне нужно будет 2 упаковки. Это в 2. ванну? Да, это в ванну и в туалет. 1687 рублей. Мне нужно 2 упаковки. Ну, короче, 3... 3300, 3400 будет где-то так. Кайф. А на стены будет белый кабанчик. Сейчас покажу, какой. Вот такая. А ты точно хочешь белую, да? Нет, не такая. Почему не эта плитка? Я зашла в туалет в этом Леруа Мерлен, и там была точно такая же плитка. И это выглядело не очень. Поэтому решила взять другую. А сантехнику покажи. Здесь? Нет, здесь дорого. Дорого? Конечно. А ты где, на Алиэкспресс собралась взять? Нет. На... Говорить можно? Да. На Озоне и на Валбересе. На Озоне и на Валбересе? Угу. Там легко искать, просто сбиваешь и фильтр ставишь от дешевого к дорогому. И самое дешевое туда поставь. Слушай, ну сантехнику же нельзя самую дешевую ставить. Ну, она проверенная, понимаешь? Я сама 3 года с такой сантехникой в квартире прожила. И ничего с ней не произошло. Ну, это первые партии нормальные были. Нет, ничего не первые. Там хорошие отзывы. Надо еще, короче, на отзывы смотреть. Не знаю, ну по дизайну вот такой вот черный будет, душевая система. И вот, черная. ну что, вот за 10 кстати, тысяч прям это точно дорого? такая. Это тот же самый бренд, отвечаю. Михаил Алексеевич, что ты там? Я вообще как в шоках ходишь? Я как в новом мире каком-то, знаешь. Привет. Ну что там на квартире у тебя? О, это что, это люстра? Это люстра, да. Я ее сама собирала. Что? Своими руками. По китайской инструкции. Уже снимаешь, что ли? Да, поэтому... Я не привыкла к вашему лайфстайлу. Мы сегодня будем красить дверь, еще одну дверь и фартук на кухне. Да, конечно, тут поменялось с момента, как это последний раз был. И аккуратненько даже, кажется. Конечно, это Сережа сделал. Сережа аккуратно, наш мастер. Нет, не трогай. Примеряем сифон, потому что прошлый по размеру не подошел, неправильно купила. Сейчас кухню уже все установили. И здесь тоже не будет никакой плитки. Я вообще терпеть не могу эту плитку. Мне кажется, это что-то из нулевых. Вот мы просто ее покрасим специальной антивандальной краской. И потом проверим, выдержит ли она какие-нибудь масляные, яркие кухонные произведения. Просто начнешь красить, вот просто так. Надо рассказать, да, сначала? Нет, ну надо, да, но что-то нужно делать перед этим. Обычно же красят не из банки. Ну, мне так удобно. Миш, мне я так чувствую. Ну, эта краска, она вообще антивандальная. На предыдущей квартире у меня собака, и она, я когда лапу мою, он выходит, выпрыгивает, он себя начинает все утряхивать. Точно такой же узкий коридорчик. И, соответственно, это все было в каплях. Искала краску и нашла. Краска не стирается, самое классное. Ну, моется, прям можно помыть ее хорошо. Понятно, что в спальне, там, в гостиной не обязательно тратиться на такую краску. Короче, как Миша. Ребят, привет! Я сейчас вам покажу офигенную квартиру за 5 миллиардов рублей. Пойдем посмотрим. Сомнительно, но окей. Дверь, она вообще хорошая, новая, да, то есть такая прям толстенькая, добротная, но она такого цвета, ну, родительская, венгер. Не очень прикольный. Я замешала, короче, специальную краску. Это называется меловая краска. Мы смешали краску для стен вместе с карбонатом кальция. Его специально, короче, замешивают с теплой водой до консистенции сметаны и потом 2/3 добавляют туда краски.
Давай сразу на коричневый попробуем, чтобы показать, что такое укрывистость. Снизу покрась, потом, если что, дверь новую поставим. Если получится плохо. Блин, меня точно захейтят, потому что так, как я делала, делать нельзя, по идее. Ну, в плане того, что реально не закрашиваю все малярным скотчем, там, тра-ля-ля. Вы так не делаете, как Карина делает. Потому что ты, когда вот этим валиком еще фигачишь, и от него все вот летит. От него вылетает краска во все стороны. Всегда надо укрывать. И так сойдет. Потом не отмоешь краску. Ручки хотя бы, там вот эти все металлические штучки. Ну, понимаешь, из-за того, что я сейчас уже не могу остановиться, чтобы не было вот этих вот переходов, надо было думать об этом раньше, но я, короче, не способна на такие размышления. Ну, слушай, выглядит пока не очень, если честно. Да, мне тоже не нравится. Блин, Марина, что ты делаешь? Что? Да нет, ничего. Так она у тебя прилипнет. А, да? Что ты сразу не сказала? Видишь же, что я ошибку совершаю. Я не знаю, вдруг ты в курсе, что краска обычно, когда высыхает, и она склеивает поверхность. Блин, ну что такое? Не получается, я уже не могу. Это не так легко, как я думала. Нельзя повторять. То есть ты не рекомендуешь? Подожди, давай посмотрим, как будет после. Блин, я поверх профигачила. Так правда делать нельзя. Я поверх глазка прям перекрывала краску. А потом так мне пришлось лезвием соскребать. Вот, ну как-то так. Мне кажется, стало выглядеть гораздо лучше, чем было до. Думаешь? Да. Это, понимаете, это дизайн, ручная работа. Особенно вот это вот. Вот это вот. Но будет вот так. Так сейчас так. Цело. Ну все, мы закончили, надо второй слой, ну подождать, когда она высохнет. Сегодня мы делаем натяжной потолок в этой квартире. У нас задача сделать бюджетный ремонт. И, конечно, самый дешевый вариант – это обычный натяжной потолок вот с этой вот страшной резинкой по периметру. Но я решила все-таки немножко потратиться и сделать теневой профиль. Изучила эту информацию, поговорила с нашим мастером по натяжным потолкам. И в итоге решила сделать теневой профиль вот такой вот пластиковый. Эта история не намного дороже получается. То есть, если обычный потолок мне на эту квартиру обошелся бы 40 тысяч рублей, то такой с теневым профилем парящий 45 тысяч рублей. Ну, как бы 5 тысяч рублей, естественно, я выберу теневой, потому что это выглядит с таким немножко намеком на бизнес-класс. Ну вот честно, я в восторге, как это все получилось. Всегда надо себя хвалить. Информация запомнится, источник забудется. Правда, довольно реально, потому что такая она стала плотная, и вот, по идее, я только покрасила, вы смотри. Ничего белого нету никаких. Все, ну не стирается краска. И очень крепкая. No, God, please, no! Ну тут видно, да, то, что, видишь, даже следов нету, то, что я локтями прошлась. Ну, ничего не соскреблось. Мы не в тайминге. В ремонте всегда идет что-то не так, и он зависит не только от меня, но и от рабочих. И вот один из моих рабочих забухал, ослеп на один глаз, выпил что-то, походу, не знаю, какой-то керосин, что ли, суррогат непонятный. Что они там пьют вообще? Алкоголь — это зло в любом случае. Спирт, керосин, духи. Сейчас он лечится. Ждем скорейшего выздоровления. Как в дорогом ресторане. Сейчас установили уже натяжной потолок гардеробный, поставили светильники, и со светом это просто так красиво выглядит. Ну, в целом, мы закончили потолок, закончили мебель. Осталось вызвать клининг и все это задекорировать. Здравствуйте, спасибо. Ну что, квартира почти готова, осталось только ее задекорировать, все это отфотографировать и выложить объявление о продаже. Начнем.
Привет! Привет! Ты наконец-то закончила квартиру? Да, спустя 2,5 месяца. Это, ну, ты прям, тебе можно такую корону Но поставить. это долго. Серьезно, еще долго? Конечно, были новогодние праздники, рабочий загулял. Да, там алкомарафон случился небольшой, пришлось его вытаскивать. Давай прям сходу тут вот, я что вот заметил, как только заходишь, я заметил вот эту вот дверь. У тебя в дешевом ремонте есть еще и скрытая дверь. Ну, в Leroy Merlin продаются такие вот как мебельные щиты из ЛДСП. Вот, это она. Я еще ее покрасила с внешней стороны в белый цвет, чтобы она была в цвет стены. И вот такую вот ручку поставила. Ну, она типа от двери отличается тем только, что она тонкая. И у нас есть, вот здесь есть упор, тоже из ЛДСП, да? Ну да, как И вот обвязка. здесь есть упор, на который крепятся эти петли. И все, получилась офигенная дверь. Выглядит реально топово. Ну, прям прикольно, мне нравится. Я прямо кайфанул. Ты знаешь, как технадзор пришел, я просто переживаю. Дизайнер проверяет не дизайнерскую квартиру. Так, давай сначала мы, наверное, в кухню пойдем, да? В гостиную не пойдем? Давай. Сначала в кухню пойдем. Тут обои же нету? Нет, это покрашенные стены. Просто покрашены, без обоев совсем. Ну да, я не люблю обои. Блин. Ну, в общем, надо попробовать. Я думаю, Это с обоями проблема. еще дешевле бы У получилось. тебя же просто... Не-не-не, дело не в обоях. А, то, что трещина пойдет? Да, Нет, трещина не пойдет. Да пойдет. Нет, Пойдет. нет, Ну, кто-нибудь вот тут долбанул просто стену, пойдет. нет. Да, я тебе официально заявляю, пойдут трещины. Миш, ты был прав. Трещины пошли. Да, не верила еще мне. Блин, люстра кайф, вообще кайф. Ну, мне нравится, кайф. Люстра, стульчики, вообще топ. Самое главное, да, ну, все же хотят узнать, сколько стоила эта кухня. Так, 113 200, Так, 72 800, ага. 42 700. Я думал, ты сейчас скажешь 113, 213, 520. Нет, ты что? Ну, блин, давай 70. Нет, 42. 42. 42 тысячи рублей стоит кухня? Да ну ладно, подожди. Ну подожди, щас. это просто фасады без техники. Ну да, так фасады это у нас ЛДСПшечка. Кстати, прикольные фасады. Ну, ЛДСП нормально выглядит здесь. Здесь хороший мягкий край у фаски. Он прям здесь клей практически не видно на фасадах. Очень хорошо сделано. Это что, Leroy так делает? Серьезно? Нет, это наша российская фабрика. А, российская какая-то фабрика? Офигеть. Ну, нормальный фасад. Вот здесь вот уже видно, что это дешевый, а вот этот прям, ну, сильно лучше выглядит. Блин, ну кайф. За 42 тысячи! Вот я всем говорю, что если ты хочешь сэкономить на кухне, самое первое, что нужно сделать, это надо сделать фасады из ЛДСП. Вот ламинированные фасады. Но это очень опасная же история. Можно реально, ну, дерьмовое ЛДСП вот такое вот увидеть у себя. А вот это классное. А что за это? Пластик, да, какой-то? Да, это тоже ЛДСП. Ну, кстати, столешницу я в Leroy купила. Потому что у них, кстати, хорошие такие А это толстые что, столешницы. крашеная стена? Да, крашеная. А чем ты покрасила? Ну, специально такой краской антивандальной. Антивандальной? И, да, сюда можно кока-колу, кофе налить, там, свеклой обмазать, все Давай, это. будем? Да, давай. Что, плюем? Точно? Да, Ты точно, давай. Уверена? Да. Уверена. И все? Только так? Вот, смотри, Давай да. кока-колу еще надо добавить. Ага. Знаешь, кока-кола там отмывает всякую известь, еще что-то. Так ты сейчас как... Это был лайфхак, она налила специально кока-колу. Мне кажется, стали, да, следы? Ну вот внизу могут остаться. На видео не видно. Но у меня дома в квартире тоже такая, ну, тоже просто покрашена, да, я отмываю. Ну, вот здесь темнее стало. Ну, мне кажется, это все равно не лучшее решение. Как ты думаешь? Офигенное решение. Может, надо плинтус сделать просто тогда? Нет. Ну, просто остался же след. Ну, Я придираюсь сейчас? ты придираешься. На Точно? плинтусе хуже еще будет все.
Я точно продираюсь? Да. Вова говорит, я продираюсь. Что, пойдем дальше? Я в чем-то нервничаю, прикиньте. Да. Да, как будто вот я с нуля какой-то продукт создала и переживаю вот за его там, Вдруг как чё? оценят. Вдруг что Миша оценит не так, да? Ну давай, ладно, пойдем, как хочешь, хорошо, вот. Что это за кухончики тут сделали? Вон дырка здесь, а там дырки нет. Вот, смотрите, кривой фасад. Нет, все, сейчас у меня испарина пойдет по лбу. За 42 тысячи рублей, то есть я придираюсь ровно как за 42 тысячи рублей. Какая цена, такой степень придирчивости должен быть. Конечно. Нихера себе. Ты что за... Офигеть. Блин. Да это не... Ну нет. Сколько ты потратила на ремонт? 1 375 000. 1 375 000, и у тебя получилась такая ванна? А что с Да ней это так? невозможно. Она должна стоить 3 миллиона 385 000. Что-то невероятное. Ну давай, заходи. Будем показывать, да? Уже можно? Интригу создали, да? Погнали. Смотри, какие. Я не знаю, как это будет смотреться на камеру. Она, конечно, маленькая, но она выглядит прям очень прикольно. Плиточка такая. Я так понимаю, что плитка тоже 3 копейки стоит, да? Сколько стоит плитка? Ну, где-то, наверное, около 1000 рублей за метр квадратный. 1000 рублей за метр квадратный. Вообще. Слушай, ну выглядит классно. Топ. Ну реально, мне по дизайну очень нравится. Я прям что-то кайфанул даже. Особенно за эти деньги я просто в восторге. Просто в восторге. Ну что, пойдем посмотрим все-таки наконец-то гостиную. Кстати, спасибо тебе за ковер. Я тогда увидела этот ковер, мне он очень понравился. Это когда ты выбирала? Да. Он стоял рядышком с моим ковром. Да. Я вообще не знала, что ковер там 3 на 2 метра за 3500 можно купить. Даже я, вот, смотри, я что, хоть чем-то я удивил, да. Я сам офигел, я себе на даче покупал ковер, и оказывается, ковер огромный, 3 на 5 стоит 12 тысяч рублей. Это что-то вообще, я не знаю, у меня мозг сломался, потому что 13 тысяч, такие ковры стоят 100 тысяч минимум, это вот такая история. Я не знаю, как они делают так дешево. Давай, погнали. Нормально. Давай определим, насколько мне сильно нужно придираться. 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей? Отлично. Он раскладной, там есть еще ящики для вообще хранения. невероятные дела. А еще знаешь, что классно? Все вот эти чехлы абсолютно все снимаются, и их можно постирать. Никто никогда... Это, кстати, главный маркетинговый ход у диванов. Никто никогда не стирает чехлы. Никто никогда не снимает чехлы, потому что их обратно не одеть. Их снять-то трудно, а одеть обратно это вообще невозможно. Зато как будет легко поменять. Вот так продавцы и рассказывают. И мы, на самом деле, точно так же рассказываем. Ничего страшного, хотя я себе. Вообще это, никому не надо. Как для зрителей сейчас рассказываю, что делать с диваном. Конечно, не надо снимать никакие чехлы. Вы вызываете себе химчистку. Она стоит 7000 рублей. 3500. Давай по новой, Миша, все хуй. Вот, это стоит реально, в районе 5000 рублей. Мы раз в 2 месяца заказываем химчистку, нам все чистят и все. Не надо ничего снимать, ничего делать. Нормально, что, давай. Есть пробитие. За 30-ку пойдет. Так, сильно не прыгайте на диван. Там просто деревяшка и маленький слой поролона. Он твердый, хотя кажется мягким. А это сколько стоит? Давай, бомби уже до последнего. 1010. Естественно, за 10 тысяч щель, посмотри, отойди. Вот, посмотрите, вот у нас. Вот, и пошла. Но за 10 тысяч рублей это... Круто! Да это ж круто! Просто. Так сразу хочется, молчи, я еще ее не продала. Подожди, она Петли. открывается как-то? Конечно. Вот, тут газлифт с одной стороны, петлю отрегулировать. Газлифт с одной стороны, поэтому он там тянет, а здесь не тянет. А что, кстати, они газлифт пожалели или что? Если бы они добавили еще газлифт за 50 рублей, еще один, сколько он стоит, я не знаю. И тогда было бы все ровно. И вот он бы здесь прижался. Вот так. Может, они нас услышат и добавят. Ну что, погнали дальше. А эту дверь я перекрасила. Перекрасила? Она была, обычная коричневая, дверь, да. Я помню, тут же Цвет вообще был стены. ремонт. Но мы в целом вначале показывали, но и сейчас покажем, как это бы выглядело все. Вообще это в целом все
До и после, конечно, смотрится невероятно. А это, я так понимаю, Строгино, Лондон, Париж. Ну, уже, видимо, у человека есть квартира в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Вот в Строгино осталось квартирку взять, да? Нет, это значит, что вот это все не очень, а Строгино классный район. Согласен. Курорт. Московского Вот края. это моя любимая комната. Да? Я бы в ней жила прям. Я бы себе Серьезно? такую же сделала. Ну, я себе такую же сделала. Это панельчики. Это я сама, да. Ну, это... Сама сделала? Мгм. Типа на деревяшке что-то поделала Да. и сюда Ну да, прилепила? гипс. Ну, как гипс, шпаклевкой. Вообще, ну видишь, добавила своего арта, как же прикоснулась. Да. Вон там горы. Блин, ну слушай, топ. Офигеть. А что эти стулья уже тоже реплику делают? Конечно. Но, кстати, неудобный. Ну так он же для красоты. Ну да, красивый. Что ты хотела? Ну, неудобный. Вообще стул, вот этот вот, он не должен быть удобный. Ты посидела, чай попила, чеши на работу. Кайф. Не, ну слушай, у тебя тут прям все со вкусом. Все классно. Натяжные потолки крутые. Ну, реально кайф. Прям люстра, вон, смотри, это же из перьев. Да, Это гусиное что, перо. настоящие перья, да? Да. Прям настоящие. Ну, кровать С подъемным механизмом. в подъеме. Сколько стоит кровать? 20 тысяч. 20 тысяч. Это хофф. Офигеть, серьезно? С подъемным механизмом можно за 20 тысяч купить? Конечно. Мне даже интересно, что там. Просто у нас в Бока один подъемный механизм просто в закупке стоит дороже. Ну так, в целом выглядит как-то. Ничего. Не знаю, ламельки будут ли. Вот они довольно мягкие. Будут ли вываливаться, но в целом похоже на кровать. А вот эти светильнички, Ага. они, короче, мне очень нравится то, что китайцы Не сейчас... центр свет, да? Нет, дорого. Кстати, Арина очень долго работала в центр свет. 7 лет. Да, мы с ней знакомы уже вот с 2018 года, как мы переехали в Москву. Вот с тех времен мы в целом и знакомы. Да. И она вот все это время работала в центр свете, а сейчас вот вырвалась птичка наружу. Короче, Ага. нравится, что китайцы сейчас вот начали делать разные варианты источников. Ну, как бы, что можно по-разному. Видишь, так типа теплый свет, так холодный, так нейтральный. Прикольно? Фига себе. Или это только меня удивляет? Да не, ну хорошие китайцы, ребята. молодцы. Давай я тебе Во. гардеробную покажу. А сюда не пойдем. Нифига, Ну, давай. здесь у тебя тут арт-объект на арт-объекте просто. А что Посмотри там? у нее. Ты посмотри, у нее тут дизайнерские стулья, это кресла стоят. С ума сойти. А это раз дизайнерская? Конечно. Я думала, обычная садовая. Нет. И лестница так же прикольно стоит, как будто реально арт-объект, знаешь? Как будто ее специально вот так краской. Оно, кстати, удобное. У него еще подушечка есть. Ё-моё. Сколько стоит такое? 3500. 3500 С это вот подушкой это. 5500. Это блаженство стоит 3500. Да. Офигеть. А тут что у нас? Это гардеробная. Тебе еще гардеробная тут есть. Да, конечно. А сколько стоила гардеробная? Где-то 1010-13. Ага. Все, ну все вместе. Ну тут уже что-то она, так, знаешь, как будто это... Ну, мы ее потому что подпиливали, это кромка, да. А, это самоделили здесь, да? Да, мы купили просто так же, ну, вот эти вот фасады из ЛДСП, напилили их. А, сами напилили? Да, сами здесь напилили и сделали вот такую вот штуку. А у них же можно заказать распилы, они Да, все делают. ну, никогда не угадаешь. У меня плохо с А. математикой. На месте было проще. Просто прям, да, плохо совсем выглядит. Ой, я уже оторвал что-то. Извините. Я понял, что ты купила более широкую, вы его по длине подрезали. А что вы подрезанную часть внутрь не поставили? Хороший вопрос. Не уследила. Подведем итог. Квартира сколько метров квадратных? 45,5. 45 квадратных метров. Сколько она стоила? 13 миллионов. 13 миллионов. А потратила на ремонт? 1 375 1 375 000. И это по времени заняло? 2 месяца. 2 месяца. И сейчас мы идем ее продавать. И посмотрим, сколько в итоге Арина заработает денег за 2,5 месяца. Как я уже говорила, в флиппинге ремонт, и дизайн, упаковка — это не самое сложное. Да? Самое сложное — это найти квартиру, с которой ты можешь сделать конфету. А второе, самое сложное — это продать ее. И как продается квартира? Она продается по фото. Это первое, что видит покупатель, объявление. То есть фотки должны быть прям вкусные, какие-то нереальные.
Кактус взяли из подъезда, купили горшочек новенький, черненький, но мы его вернем, естественно. Мы его не вернули. Блин, ну тебе надо как порядочному человеку вообще вернуть, что поставить Ну, туда я в обратно. Стригино сейчас сделаю еще одну квартиру, верну. Ну, как Верни. раз на съем. Я просто... Да, с другого подъезда. Ты что, снимаешь это? Если у вас iPhone, особенно какой там сейчас 15-й вышел, ну, в принципе, даже не надо быть фотографом. Нет, но самое главное, чтобы вот это была сеточка. Я по этой сеточке смотрю, чтобы горизонт не был завален, чтобы было светло. Ладно, честно признаюсь, чего я вру вам, да, рассказываю, то, что я там фотки делала этой квартиры, ничего подобного. Я наняла фотографа за 5000 рублей, который за час мне все красиво отфоткал, как будто для глянцевого журнала. И я эти фотки выложила. Поэтому, если вы чего-то не умеете, не надо пыжиться и пытаться. Просто наймите человека, который делает это классно, сделает за вас всю эту работу. Ну что, ты продала квартиру? Да, продала. За сколько? За 16 800. А выставляла за сколько? За 17 200. А, ты уже скидку сделала? Типа? Да, я сделала скидку 400 тысяч, просто потому что и человек был приятный, и он был готов быстро выйти на сделку. И висела квартира, которую я очень хочу купить, поэтому мне нужны были быстрее деньги. Так, давай тогда итог подведем. Ты продала за 16 800. Купила квартиру за... 13. Потратила на ремонт. 1 390 000. Заплатила налог. Да, заплатила налог 494 тысячи. Это 13% от Да, прибыли. для тех, кто не знает, если ты купил квартиру и владел ей меньше 3 лет, то ты должен заплатить налог на прибыль 13%. Вычет получала? Да, так как это первая недвижимость, я получила налоговый вычет 260 тысяч рублей. И сколько денег получилось в итоге заработать? Итого чистая прибыль у меня получилась 2 175 000 рублей за 14 недель. Ну, за 3,5 месяца. За 3,5 месяца. А ты же, по-моему, 2 месяца ремонт делала и быстро продала, нет? Ну, это я считаю от момента, как я получила ключи за квартиру, как я ее купила, до момента, когда прошла сделка, и я получила деньги. Ты получила 2 миллиона с копеечками. Копеечки, да, такие? Это офигеть, это мои 2 зарплаты раньше. Копейки. Разделить на 3 месяца, получается 700 тысяч рублей в месяц. По-моему, прекрасный результат. Получить 700 тысяч рублей в месяц, делая всего лишь одну квартиру. Да? Там сейчас дизайнеры интерьеров сидят в шоках. Такие, типа, что? Такие деньжищи можно заработать с одного объекта еще и за 3 месяца всего, потому что обычно дизайнеры делают сильно дольше и так далее. Но тут, конечно же, нужно купить квартиру, иметь на это деньги, купить ее хорошо, выгодно, то есть дешево довольно, построить за 1,5 миллиона рублей. То есть это капец дешево, блин, это просто очень надо уметь это делать. В общем, тут должно все сойтись, и в целом это реально работает. Мы смету оставим под выпуском. Будет ссылочка на смету. Можете там все посмотреть, что он там покупала, как делала ремонт, перепроверить. Сейчас я прям чувствую, знаешь, там будут комментарии. Да как вообще это возможно? Да, серьезно, мне кто-то говорит, что это дорого. Ох, Какие деньжища? 1,5 миллиона на ремонт. За 500 тысяч можно сделать ремонт. Пусть он сделает за 500 тысяч. Посмотрим на этот ремонт. Так, и что у нас, какие планы? Есть у тебя что-то еще? Да, сейчас вот от прапрабабушки досталась квартира, Ага. однушка. Вот Так. я сейчас хочу в ней сделать ремонт. и продать. Но она, как полагается, от бабушки прям такая. Ну, с чтоб ты бабушкиным. понимала, она, если бы было бы хорошо, если бы она была от прабабушки, она хотя бы была бы чистенько, аккуратненько. Ее с 95-го года сдавали, Ага. и там просто как будто бомжи жили, вот если честно. В общем, в следующем выпуске ждите супер трэшовая квартира. Как она будет переделываться, опять за немного. А сколько у тебя бюджет на ремонт? 700 тысяч рублей. За 700 тысяч рублей. В общем, ждите новый выпуск. По-моему, это вообще очень круто.